Приветствую вас на канале «Готовим просто, вкусно, быстро». Предлагаю сегодня испечь вместе со мной вот такие красивые и очень вкусные печенья. Давайте готовить. Разбиваю в миску 2 яйца, добавляю к нему сахар и хорошо все размешиваю до полного растворения сахара. Добавляю пол чайной ложки ванилина, щепотку соли, чайную ложку разрыхлителя. Все перемешиваю. Вливаю подсолнечное масло, перемешиваю. Добавляю пачку творога. Хорошо его разминаю. Вот такая однородная масса должна получиться. Начинаю постепенно вводить муку. Все хорошо перемешиваю. Добавляю еще муки. Тесто хорошо вымешиваю руками. Ввожу сюда остатки муки и продолжаю месить. Тесто старайтесь хорошо промесить, оно не должно прилипать к рукам. Беру разделочную доску, посыпаю ее немного мукой, выкладываю тесто и продолжаю месить. Я больше муки не добавляю, а просто хорошо вымешиваю тесто. Вот такое тесто должно получиться. Отрезаю от него небольшую часть и раскатываю в пласт толщиной примерно 2-3 мм. Беру фужер и вырезаю им кружки. Использую именно его, для того, чтобы печенья получились маленькими. На серединку каждого кружочка кладу по изюминке. Его я предварительно замочила, вымыла и обсушила полотенцем. Посыпаю противень немного мукой и выкладываю печенье. Ставлю их в разогретую духовку до 220 градусов на 15 минут. Время выпечки смотрите по своей духовке. Готовые печенья достаю, вот такие красивые они получились. Выкладываю на блюдо, даю им немного остыть, посыпаю их сахарной пудрой. Но можно этого и не делать, они и так получаются очень вкусными. Предлагаю приготовить вместе со мной вот такое песочное печенье. Легко готовится, быстро съедается. Давайте готовить. Насыпаю в миску 2 стакана муки, 1 стакан сахарной пудры, можно добавить просто сахар, половину чайной ложки ванилина и столько же соды. Все хорошо перемешиваю. В подготовленную смесь кладу половину стакана сметаны и нарезанные кусочками масла. Можно взять маргарин. Перемешиваю. Выкладываю тесто на разделочную доску и продолжаю месить. Готовое тесто перекладываю в посуду, накрываю пленкой и убираю в холодильник на 30 минут. Достаю охлажденное тесто, отщипываю небольшой кусочек, доску посыпаю мукой. Раскатываю в пласт примерно полсантиметра. Накалываю его вилкой и вырезаю фигурки. Посыпаю противень мукой, выкладываю подготовленное печенье, смазываю его взбитым яйцом и ставлю в разогретую духовку до 180 градусов на 10-12 минут. Время выпечки смотрите по своей духовке. Готовое печенье снимаю с противня. Вот такое вкусное и хрустящее оно получилось. Можно его украсить яичной глазурью. Белок взбить с сахаром и с помощью шприца нанести рисунок. Хочу поделиться с вами рецептом домашнего печенья. Называется оно сигаретки. Для его приготовления нам потребуются следующие продукты. Для теста я возьму сметану, сливочное масло, можно взять маргарин и муку. А для начинки чернослив. Вместо чернослива можно взять изюм.
грецкие орехи и сахар. Начну с приготовления начинки. Кладу в блендер чернослив, орехи и сахар. Если хотите, чтобы начинка была еще слаще, то сахара можно положить больше. Если нет блендера, пропустите все через мясорубку. Готовую начинку пока уберу. Займусь тестом. В миску кладу сметану, размягченное сливочное масло. У меня на канале есть другие рецепты домашней выпечки. Ссылка под видео. Там же даны ингредиенты. И все взбиваю в пышную массу. Затем постепенно всыпаю сюда муку. У меня ушло 2 стакана в тесто и половина стакана на подмес. Замешиваю тесто, выкладываю его на разделочную доску и продолжаю месить. Тесто должно получиться крутым. По рецепту соль в тесто не идет, но советую добавить буквально щепотку. Больше и не надо. Тесто замесила, отщипываю от него небольшие кусочки, раскатываю его в прямоугольник и нарезаю на полоски примерно 10 см в длину и 6-7 см в ширину. Выкладываю на край начинку и сворачиваю в виде сигареток. Противень посыпаю мукой, выкладываю подготовленное печенье, смазываю его белком одного яйца и ставлю в разогретую духовку до 220 градусов на 15 минут. Время выпечки смотрите по своей духовке. Готовое печенье вынимаю. Можно дать ему немного остыть и посыпать сахарной пудрой, а можно оставить так. Вот такое рассыпчатое и очень вкусное печенье получилось. С начинкой можно экспериментировать. Если вам понравился рецепт, поделитесь им в соцсетях. Спасибо, что смотрите меня. Всего доброго. До свидания.